Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сразу напоминаю всем критикам, что бросить в женщину камень можно только в одном случае, когда этот камень драгоценный. А сегодня будем шить очень интересный блок. Выглядит он интригующе, а шьется очень легко. От предыдущих проектов у меня остались полоски шириной 6 сантиметров. Девочки, давайте так. Я даю свои размеры. И самое главное, объясняю принцип построения блока. А дальше вы уже сможете шить сами. Итак, квадратики 6 на 6 сантиметров. Из них 5 из фоновой ткани. У меня это темно-синяя. И 4 квадратика цветных. И полоски. У 4 полосок длина около 11 сантиметров и 4 около 20. Для начала соединим вместе, прошьем на швейной машинке 2 квадратика, синий и цветной. Отшиваем сразу весь массив заготовок, шьем гирляндой. Строчку делаем мелкой, крепкой. Закрепки в начале и в конце обязательны. Отшитые детали разворачиваем, расправляем швы ногтем. И можно сразу проутюжить. Дальше замеряем длину этой заготовки и готовим такую же полоску ткани. Как правильно пришить эту полоску? Есть небольшая хитрость. В готовом виде должна получиться такая конструкция. Слева целая полоска, справа 2 квадратика. И синий фоновый квадрат должен быть внизу справа. Это очень важно. Можно шить потихоньку, по одной детали, а можно на длинную полоску цветной ткани нашивать заготовки. А уже потом разрезать на отдельные детали. Отшитые детали разворачиваем, тщательно проутюживаем с паром. Если надо, подравниваем и замеряем размер. У меня это 10,5 на 10,5 сантиметров. Из фоновой ткани вырезаем квадраты такого же размера и пришиваем эти синие детали со стороны цветной полоски. Также эти заготовки разворачиваем, проутюживаем и замеряем. И из цветной ткани готовим полоску такой же длины. Обратите внимание, цветную полоску будем пришивать к стороне, где синий квадратик. Все отшитые детали тщательно проутюживаем и подравниваем. У меня получился размер 15 на 19,5 сантиметров. Сами видите все детали с одинаковым расположением тканей, квадратов и полосок. Теперь главное правильно их расположить. Чтобы не запутаться, рекомендую сфотографировать раскладку или ее зарисовать. Сами видите, в серединку добавляем еще один элемент – синий квадрат. Смотрим внимательно, берем на заметку последовательность работы. Первым делом пришиваем фоновый квадратик, но немного не дошиваем до края. Затем присоединяем следующую деталь. Здесь мы шов прокладываем обычным способом. Потом идет присоединение 3-й и 4-й части. Знаете, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вы понаблюдайте за работой, думаю, вам многое станет понятно. И специально показываю работу с последним швом. Там все просто. Так как мы немного не дошивали до края синюю деталь в самом начале, сейчас мы можем легко развернуть этот шов и спокойно его прошить.
Смотрите, какие интересные блоки у нас получились. Размер каждого 33 на 33 сантиметра. А теперь соединим их в большое полотно. А оказалось, что у меня закончилась фоновая ткань, поэтому показываю свой вариант. А вот теперь смотрите, как может выглядеть большое полотно. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассниках и на платформе Рутуб. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!